2 Samuel 11, Итак, откроем знаменитую главу, 2 Царство 11. where we see two of David's great sins. И в ней мы видим два величайших греха Давида. First, it says, at the time when kings go out to battle. И вот вначале сказано, через год, в то время, когда выходят цари в походы, David sent Joab. Давид послал Иоава. The indication here is that David should have gone out to battle. И из текста нам видно, да, это показано в тексте, что Давиду надо было идти на битву. Цари по расписанию ходят? So, was it like a king's schedule to go to the battle? Yes. Да. Yes. Расписание. Oftentimes the kings would suspend fighting in the wintertime. Ну и порой бывало так, что замораживались сражения на время зимы. But typically in the spring of the year, then kings would go out to fight. Но обычно, когда наступала весна, пели птички, а цари шли воевать. So David remained in Jerusalem. И вот Давид остается в Иерусалиме. It happened one evening. И вот однажды случилось под David вечер. arose from his bed, Давид встал с постели, walked out on the roof of the king's house. прогуливался по кровле царского дома. And from the roof he saw a woman bathing. И увидел с кровли купающуюся женщину. And the woman was very beautiful. А та женщина была очень красива. Now, oftentimes, our great failures do not come when we are working hard. И очень часто наши великие поражения приходят в моменты, когда мы не усердны в труде. Often they come when we have free time. Очень часто они случаются, когда у нас возникает свободное время. Often it's not, our greatest temptations don't come when we are facing difficulty. И очень часто великие искушения приходят к нам не тогда, когда мы переживаем трудности, But when things are good. но тогда, когда все у нас хорошо. Oftentimes when things are difficult, we are very aware that we're dependent on the Lord. И очень часто в моменты трудности мы очень бдительны, мы очень сильно зависим от Господа. So it's one thing to pass the adversity test. It's another thing to pass the prosperity test. И это одно дело пройти испытание отвержением и недостачей всего, нехваткой всего, а другое дело пройти испытание процветанием и богатством. So you might think, it's very hard to be poor. Вы можете подумать, ой, так же трудно быть бедным человеком. What you don't understand is it may be very difficult to be rich. Но чего вы, может быть, пока не понимаете, что очень трудно быть богатым человеком. So you think, it's better to be rich and healthy than to be poor and sick. И вы думаете, наверное, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. I think we would generally agree with this. Я думаю, в целом мы все с этим согласимся, да? Но If we remember that we are here to serve the Lord, если бы мы помнили, что мы здесь для того, чтобы служить Господу, and through my circumstances, I am constantly aware of how much I depend on the Lord. И в обстоятельствах моей жизни я постоянно, то есть обстоятельства моей жизни побуждают меня постоянно быть бдительным и понимать, насколько я завишу от Господа. Well, here's David. Но вот тут мы видим Давида. He should have gone out to battle, but he stayed home. Ему надо было идти на битву, но он задержался дома. Now, why he got up from his bed at night, I don't know. He couldn't sleep. So he was sleeping until...
Да, но с чего это он поднялся с постели под вечер, тут непонятно, я не понимаю. Okay, now from his roof he's able to look down and he sees this woman. И вот с крыши он смотрит вниз и видит эту женщину. Now why is she out on her rooftop at night? Что она делает на своей крыше этим вечером? She's bathing. Yeah, she's bathing. Ну да, она моется. Also, it's possible that the bath that she was taking was a ritual bath. И также возможно, что вот то купание, которое она совершала, было ритуальным омовением. That women would take after their monthly impurity. Которые женщины принимали после месячных вот этих своих дел. There was a ritual that they would go through. Это был ритуал, через который им нужно было пройти. And so it's possible И вполне возможно, that she was taking that kind of bath. что она принимала вот такого рода купание. And if David saw her with that kind of bath, he would see not only is she beautiful, but she's also available. Но и когда Давид увидел ее принимающей именно такого рода купание, то он, возможно, ему пришло в голову, что она не просто красива, но она еще и доступна. See, under Mosaic law, the woman was not available during that time of month. То есть, потому что по закону Моисееву, к женщине нельзя было прикасаться, когда у нее месячные. Now David looked and he saw that she was very beautiful. И Давид посмотрел и увидел, что женщина та очень красива. Now this is an expression that is not common. И вот это выражение, оно здесь необычное выражение мы видим. It's used only a few times. И используется оно буквально несколько раз. It was used for Rebecca. Оно было использовано для Ревекки. It was used for Vashti. Vashti, the wife of Ahasuerus, before Esther. Также вот это слово используется для обозначения первой жены царя вот этого персидского перед Эсфирью, которая была. And it was used for Esther. И для Эсфири также это термин. Очень красивая, которая. Очень красивая. Yeah. Да, очень красивая. So this, it's only used for 4 times. То есть это выражение используется буквально 4 раза. So this woman must have been extremely beautiful. И поэтому женщина это должна была быть, какой-то потрясающе красивой вообще. Much like the women in this class. Такой же красивой, как все девушки в этом классе. Well, see, we have this pattern. И вот у нас есть вот эта To закономерность. see, to desire, to take. Увидеть, захотеть, взять. Последовательность действий. Like the tree in the garden. Yeah. Да, как дерево вот в саду. Well, David saw this woman, and he couldn't help that. И, Давид увидел женщину эту, и, в общем-то, с этим он ничего не мог сделать. I mean, just look, there she was. Вот он вышел, увидел, и вот она тут. Yeah, but he didn't have to look the second time. Но он не был обязан смотреть второй раз. And so in verse 3, David sent И and вот inquired about the woman. в 3 стихе послал Давид разведать, кто эта женщина. But David already has many women of his own. Но у Давида уже на то время было множество собственных женщин. But now he sent somebody, yeah, go find out about this woman that lives next door. И сейчас он посылает узнать, что это там за женщина по соседству живет. So in verse 4, David sent messengers and took her.
И вот в 4 стихе мы видим, что Давид послал слуг взять ее. She came to him and he lay with her. Она пришла к нему, и он спал с ней. For she was cleansed from her impurity. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. You see, the mention of this may be the clue about her bathing. И вот упоминание вот этого факта, может быть, дает нам зацепку, да, по поводу, почему она купалась там на крыше. I think that it is significant in this case. Но я думаю, что вот этот факт важен в данном случае. I mean, there's a reason why it's mentioned in the text. И есть причина, по которой вот это упомянуто в тексте. Okay. Этот факт. So, her monthly impurity is finished. Ее вот эта месячная вот эта нечистота закончилась. They have sexual relations. У них были сексуальные взаимоотношения. And so I think that she could know that she was pregnant probably within 3 weeks. И я думаю, что она могла определить, что беременна где-то в течение 3 недель. She could know that soon. Она могла вот именно вот в этот момент, где-то в течение 3 недель узнать об этом, понять это. That it was after her time that David had sex with her. Идея в том, что вот прямо после ее месячных Давид с ней переспал. The question sometimes is brought up. Ну и вопрос, который время от времени возникает. Could she actually refuse the king? А могла ли она отклонить предложение царя? Well, certainly she could have. Ну, конечно, она могла бы. We don't have, but I think if she had, it would have been recorded. Но я думаю, что если бы она это сделала, то есть если бы она, сказала нет, то это было бы где-то записано. Now, whether she wanted to do this or not, we're not told. Ну, хотела она это делать или нет, нам не сказано. But the law says that if you're being forced, you need to cry out, and there's no record that she did this. Но закон был в том, что если женщину принуждали к сексуальной связи, она должна была кричать. И нигде не записано, чтобы Савия кричала. Ну да, кричала или сопротивлялась. And of course, David is the one that bears the responsibility for initiating this. Ну и, конечно же, Давид именно несет ответственность за то, что он все это затеял. Now, her degree of guilt in this, I don't know. Ну, а какова ее степень вины в происшедшем, я не знаю. Okay, so he had sex with her, she went home. И вот она вернулась домой после их связи, но забеременела. And she told David, I'm pregnant. Но потом она послала сказать Давиду, я беременна. Well, at this point, David tries to deceive her husband Uriah, who was a great warrior. Но и в этот момент Давид пытается обмануть Урию, который был ее мужем и при этом отличным солдатом. And he brought Uriah home, thinking he would sleep with his wife, and then he would think that the baby was his. И он зовет Урию домой, надеясь, что Урия переспит с женой, и тогда будет думать, что ребенок его. But Uriah didn't go home. Но Урия не зашел домой. He said, no, the soldiers are out, and they can't go home, so neither am I. Ну, он говорит, солдаты на поле битвы, они не могут пойти домой, я тоже не пойду. So that didn't work, so David got the man drunk. Это не сработало, Давид попытался его напоить. He still didn't go home. Урия все так же не идет домой.
So David now sends a letter to Joab, И теперь Давид посылает письмо Иоаву, saying, you need to do these things so that Uriah will be killed. и он говорит, вот сделай то-то, то-то, чтобы Урия был убит. And Uriah carried his own letter. И Урия несет Иоаву письмо с собственным приговором. He didn't read it. Он не читал его. So it was David who planned the death of Uriah. И потому именно Давид спланировал смерть Урии. So Uriah gets killed. И Урия погибает. And verse 26, И вот стих 26. when the wife of Uriah heard that her husband was dead, she mourned for him. Когда жена Урии услышала, что ее муж погиб, она оплакивала его. When her mourning was over, David sent and brought her to his house. После того, как время траура миновало, Давид привел ее в свой дом. She became his wife, bore him a son. Она стала его женой и родила ему сына. But God was not pleased. Но то, что сделал Давид, не было угодно Господу. So, chapter 12, the Lord sent Nathan to David. И в 12 главе мы видим, как Бог посылает к Давиду Нафана. He said, David, I've got to tell you about a situation. И Нафан говорит Давиду: Давид, мне надо тебе про одну ситуацию рассказать. Two men, one rich, one poor. Были два человека, один богатый, а другой бедный. Rich man had many flocks, many herds. У богатого было много мелкого и крупного скота. The poor man only had one little ewe lamb. А у бедного ничего, кроме одной овечки. He brought it up. He fed it by hand. Он купил ее маленькую, выкормил. He grew up together with him and his children. Она выросла у него вместе с Ate his детьми. own food, drank from his cup. От хлеба его она ела и из его чаши пила. It was like a daughter to him. Она была для него как дочь. Oh, he had this wonderful pet. Вот, у него было такое замечательное домашнее животное. A traveler came to the rich man. И вот пришел к богатому человеку странник. He refused to take from his own flock. И пожалел тот богатый человек взять из своих овец. He took the poor man's lamb Он and взял prepared it for the guest. овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел. David was angry. Давид сильно разгневался. And he said, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. И сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. And he shall restore fourfold for the lamb. И за овечку он должен заплатить вчетверо. Because he did this thing and had no pity. За то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. And Nathan said, you are the man. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. It would take a lot of courage to tell that to the king, wouldn't it? Ну, это требовалось немало смелости, чтобы сказать подобное царю, не правда ли? Thus says the Lord God of Israel, Так говорит Господь Бог Израиля: I anointed you king over Israel. я помазал тебя в цари над I Израилем. delivered you from the hand of Saul. Я избавил тебя от руки Саула. I gave your master's house and your master's wives into your keeping. Я дал тебе дом господина твоего и жену господина I твоего. gave you the house of Israel and Judah. Я дал тебе дом Израилев и Иудин. And if that had been too little, I would have given you much more. И если этого для тебя мало, я прибавил бы тебе еще больше. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? You have killed Uriah the Hittite with the sword, and you have taken his wife to be your wife. Урию, хитеянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Now therefore,
The sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хиттиянина, чтобы она была тебе женой. David said, the man who did this thing shall restore fourfold. Давид сказал, человек, который такое сделал, должен уплатить вчетверо. Now, as you read the rest of this book, И когда вы читаете остаток этой книги, note how many of David's sons are going to die. обратите внимание, сколько из сыновей Давида погибли. So, David's sin will be forgiven. И грех Давида будет прощен. But Но there will be consequences that will last the rest of his life. будут последствия, которые продлятся до конца его жизни. Okay, in Хорошо. verse 12, Стих 12. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Стих 13, точнее. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». Nathan said to David, the Lord has put away your sin. «И сказал Нафан Давиду, Господь снял с тебя грех твой, You will not die. ты не умрешь». Now this word to put away is very interesting. Но вот это слово «снял» It means, очень интересно. literally, it means to transfer from one person to another. Буквально оно означает «перенесен от одного человека к другому». Переправлен. Look back to chapter 3, Ну, давайте откроем 3 главу. in verse 10. Стих 10. What do you have here? I will take away. I will take away the kingdom. Yeah, take away the kingdom. No, it's the same word. Но вот во втором царстве, 3 главе, 10 Literally, стихе, it says to transfer the kingdom from the house of Saul. у нас отниму, но вообще-то переводить лучше, передам царство от дома Саулова. Okay. So, in chapter 12, verse 13, И вот 12 глава, 13 стих. the Lord has put away your sin. Господь снял с тебя грех твой. Перенес. В 3 главе или в 12? А в 12. Да, снял. Ага. Okay. So David's sin is forgiven, И грех Давида прощен. which means he can have fellowship with the Lord. He can continue to serve the Lord. И это значит, что он может продолжать, что у него может быть дальше общение с Богом. Он может продолжать служить Богу дальше. Но Because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, the child also who is born to you shall surely die. то умрет родившийся у тебя сын. So David committed this sin with Bathsheba and then her husband Uriah. И вот Давид совершил этот грех с Версавией, а потом в отношении ее мужа Урии. And it was probably many months before David finally confessed his sins. И, скорее всего, прошло много месяцев, прежде чем Давид в итоге исповедовал свой грех. And during this time, David suffered much from discipline of the Lord. И все это время Давид жестоко страдал от божественной дисциплины в его адрес. He writes about this in Psalm 32 Он об этом написал в Псалме 31 and Psalm
51. Ну и также в Псалме 50. David says, I was in a lot of misery. Давид пишет, что в его жизни было много горя все это время. And finally, Nathan confronted him. И в конце концов Нафан его обличил. David confesses his sins. Давид исповедовал свои грехи. And the Lord forgives. И Господь простил. He said, but Но, сказал, you're going to suffer. ты будешь страдать. Okay. So we already looked at this passage with the baby dying and David saying, I will one day go to be with that baby. Мы уже рассматривали с вами этот отрывок с умирающим ребенком и то, что Давид сказал, что когда-то я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Well, Bathsheba gets pregnant again and she has another son. Но Версавия снова забеременела и родила другого сына. That's Solomon. И это Соломон. She will also have another son later named Nathan. И позже у нее появится еще один сын по имени Нафан. In chapter 13, И в главе 13 we begin to see how there are great problems in David's family. мы начинаем видеть те огромные проблемы в 13 главе, которые есть в семье Давида. 2 Царств 13. You had half-brother and sister, Amnon and Tamar. Мы видим вот двоюродных брата и сестру Амнона и Фамарь. Amnon rapes his sister. И Амнон, мы видим, что он изнасиловал Фамарь. Tamar's brother is named Absalom. Брата Фамарии зовут Авесалом. Absalom determines that he is going to take vengeance for what his sister endured. И Авесалом решил, что он отомстит за то, что пережила его сестра. And he waited 2 years. И он прождал 2 года. Well, then Absalom runs away. И после этого Авесалом сбежал. Now, David greatly loved Absalom. Но Давид очень любил Авесалома. But David would forgive him. David would forgive. Would not forgive him. Но Давид его не простил. He wanted to. He wanted to be restored to his son, but he wouldn't forgive him. Давид хотел восстановить отношения с сыном, но его не простил. Well, finally, he says, well, Absalom can return to Jerusalem. Но в конце концов он сказал, Авесалом может вернуться в Иерусалим. So in 14:24, И в главе 14, let him return to his own house, but don't let him see my face. в 24 царь сказал, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. So Absalom was back in Jerusalem for 2 years, and he could never see his father. И Авесалом вернулся назад в Иерусалим, но ни разу в это время не видел царя, отца своего Давида. What happened was that eventually Absalom turned against his father. Ну, что случилось? В конце концов, Авесалом обратился против своего отца. And in chapter 15, verse 6, И в главе 15 и 6 стихе it says that Давид не хотел простить, да? Он ожесточился, Авесалом. So because of father's unforgiveness, yes. he got bitter on his father, yeah? Mm-hmm. Да. Ожесточился, да. Да, в 15 главе 6 стихе. Absalom stole the hearts of the men of Israel. Мы видим, что вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Now in the next verse, verse 7,
И вот в следующем стихе, в What does your 7, text say? что говорит ваш текст? After 40 years of David reign. Yeah, that's just wrong. Но это ошибка, неправильно. 40 лет. 4 лет. It should be after 4 years. После 4 лет. То есть в синодальном по прошествии 40 лет царствования Давида, но на самом деле просто через 4 года. Или вот в современном в конце 4-го года. So Absalom begins a conspiracy against his father. И вот Авесолом начинает заговор против своего отца. And this forces David to flee from Jerusalem. И это заставляет Давида сбегать из Иерусалима. In chapter 16, И в главе 16 David is on his way out of the city. мы видим, что Давид уже вот на пути из He города, meets this man named Shimei. и он встречает человека по имени Семей. He cursed, come out, you bloodthirsty man, you worthless man. И 16:7. да, и вот говорит Семей злословие его: «Ходи, уходи, убийца и беззаконник. The Lord has brought upon you all the blood of the house of Saul. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова. The Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom, your son. И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. And now you are caught in your own evil because you are a bloodthirsty man." И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». All right, so Absalom now comes into Jerusalem. И вот Авесолом сейчас входит в Иерусалим. And he is going to set himself up in his father's place. И он сейчас ставит сам себя на месте своего отца. But then Absalom is going to be, well, there's going to be a battle between David and Absalom. Но позже случается битва между Давидом и Авесоломом. And David doesn't want his son to be killed. И Давид не хочет, чтобы его сын был убит в битве. But he has to go to battle. Но ему нужно пойти на эту битву. And there was a great battle that day. 20,000 people died. И в тот день была великая битва, 20 тысяч людей погибло. Well, Absalom is running away. He's riding on a mule. И Авесолом избегает с поля битвы на муле, на осле. And he had this beautiful hair. А у него были такие красивенные длинные волосы. But it got caught in a tree. Но он ими зацепился за дерево. And his mule rode out from under him, and now he's left hanging by his hair in the tree. Мул выехал из-под него, и теперь Авесолом подвис на дереве за волосы. And he can't get down. И он не может спуститься. And Joab came along. И вот появляется Иоав. And he killed Absalom. И Иоав убил Авесолома. Well, David heard that his son was dead. И Давид услышал, что сын его погиб. Chapter 18, verse 33. 18 глава, стих 33. David is weeping. Смутился царь и плакал. Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place. Сын мой Авесолом, сын мой Авесолом, но кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом, сын мой, сын мой. Well, Joab is very upset with this. Ну, Иоаву это очень не понравилось. And Joab said, if Absalom had lived and all of your soldiers had died, you'd be happy. Иоав сказал: слушай, если бы Авесолом выжил, а все твои солдаты погибли, ты бы, наверное, был счастлив. He said, you better go talk to your soldiers, otherwise none of them will stay with you.
И говорит: слушай, ты бы лучше пошел сейчас со своими солдатами поговорил, иначе с тобой тут никого не останется. Well, ultimately David is restored as king. He goes back to Jerusalem. Ну, в конечном итоге Давид был восстановлен в качестве царя, он вернулся в Иерусалим. Now, in chapters 21 through 24, И вот в главах с 21 по 24 it's like an appendix to the book. это, по сути, как добавка книги, Okay? This is приложение. not chronological. Это не хронология, This is just additional information. просто дополнительная информация. Бонус, приложение. Talks some about David's mighty men. Говорится тут немножко о сильных мужах Давида. But chapter 24, Но вот 24 глава. we have an interesting story. Очень интересная там история. David was having some problems in the land. У Давида возникли какие-то проблемы с управлением землей. And David decided he needed to know how many people were in Israel. И Давид решил, что надо бы ему узнать, сколько людей в Израиле. But this was showing a dependence on the number of people and not on the Lord. Но этим самым Давид показывал свою зависимость от количества людей, а не от Господа. So they went out and counted all of the soldiers. И вот они пошли и пересчитали всех солдат. 800,000 valiant men who drew the sword. 800 тысяч людей, способных носить меч. Plus 500,000 men of Judah. И 500 тысяч иудеев. Значит, 800 тысяч израильтян, 500 тысяч иудеев. 9 стих. In 1 Chronicles chapter 27, В первом Паралипоменон 27 главе verses 23-24, стихи 23-24. yeah, it talks about the census. Oh, 1 Chronicles 21, Извините, 21 глава первого Паралипоменона, verse 1. стих 1. Now this says, Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Now the word Satan means an adversary. И вот слово «сатана» буквально значит «клеветник». So whether it was actually Satan, the devil, or whether it was an adversary. Ну, то есть, я прошу прощения, не клеветник, а соперник, неприятель. То есть, и вопрос в том, да, был ли это сатана, либо это был какой-то реальный неприятель. Вопрос открытый. But what we find in 2 Samuel 24:1. Но что мы видим во втором царстве 24:1? It says that the anger of the Lord was aroused against Israel. Это то, что гнев Господень возгорелся на израильтян, на Израиле. So he's going to do something with regard to Israel. То есть Бог что-то хочет сделать в отношении Израиля. Of course, in this verse, we find the writer saying God is responsible. Ну и, конечно, в этом стихе мы видим, что, ну, как автор записал, кажется из этого, что Бог ответственный за это. This could be true, that God could raise up an adversary who would go to David.
Но также истина то, что может быть то, что Бог просто воздвиг какого-то неприятеля, который пошел на Давида. So why is David interested in numbering the people? И для чего почему Давид вдруг заинтересовался возможностью исчислить народ? It's because there was a military threat. Поскольку, видимо, была какая-то военная угроза. So David wants to know, am I going to be strong enough to fight against the enemy? То есть Давиду хочется знать, буду ли я достаточно силен, чтобы сразиться с этим противником. He's taking this census to determine military strength. То есть вот он проводит эту перепись для того, чтобы узнать свою военную мощь. То есть у него не было постоянной армии? So they did not have like a contract army, which was like professional army. He wanted to know like potential forces or. At this point, there would have been a trained army. На тот момент уже была подготовленная как профессиональная армия. But you're not going to have all of them going out to fight at one time. Но они не все ходили одновременно в походы. And understand that also most of the enemies around have been defeated. И поймите, что на тот момент уже большинство врагов вокруг поражены. So you don't need such a large standing army. И потому уже не обязательно иметь такую огромную действующую. But now because of a threat to the nation, David wants to find out, okay, how many soldiers do I have? Но теперь по причине вот возникшей угрозы военной, скорее всего, Давид хочет знать, так все-таки сколько у нас доступно солдат призывного возраста. So the Lord is the one who has always given the victory. И именно Господь тот, кто всегда дает победу. So apparently David here is not thinking about the Lord's deliverance, but his own ability, trusting in the army. И очевидно, что здесь Давид уже полагается не на божественное избавление, а на собственные способности. Да, он полагается на армию. Well, in verse 10, David's heart condemned him. И в 10 стихе мы видим, что вздрогнуло сердце Давида. And he says, I have sinned greatly. Или, как по-английскому, обличило сердце Давида, и он сказал, тяжко согрешил я. Now, we might not think this is a great sin, И мы, может быть, и не посчитали это каким-то большим but грехом, David recognized it for what it was. но Давид распознал это именно таким образом. Well, the Lord said to David, Но Господь сказал Давиду, I'm going to give you a choice of discipline. я тебе разрешаю выбрать, как же тебя дисциплинировать. Choose which of the three you want. Выбери, что из трех ты захочешь. 7 years of famine, 7 лет голода, be chased by your enemies for 3 months, чтобы это первый вариант. Второй, чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей своих. or 3 days of plague in the land. Или 3 дня моровой язвы в твоей стране. Which do you want? Что ты хочешь? David said, you choose. Но Давид говорит, ладно, ты выбирай. He said, let us fall into the hands of the Lord, for his mercies are great, but don't let me fall into the hands of man. Но пусть впаду я в руки Господа, велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. So the Lord sent a plague on Israel. И вот послал Господь язву на израильтян. 70,000 people died. 70 тысяч человек умерли. Now, can you imagine committing one sin and 70,000 people die? Можете ли вы себе представить, совершаете один грех и 70 тысяч человек умирает? Несправедливо. It's not fair. Their death is not fair, Саша says. Of course it's fair. Конечно, это справедливо. God is angry with Israel. Бог разгневался на Израиль. Но согрешил-то Давид. But David committed a sin.
Obviously, they had also committed a sin because God is angry with them. Ну, очевидно, они тоже совершали какой-то грех или грехи, потому что Бог разгневан на них. Смотри стих 1. Verse 16, when the angel stretched out his hand over Jerusalem to destroy it, the Lord repented from the destruction. И вот в 16 стихе: «Простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии». Lord said, that's enough. Сказал: достаточно, довольно. Now it says that the angel in verse 16 was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. Сказано, что ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Иевусиянина. Verse 17, David said, surely I've sinned, I've done wickedly, but these sheep, what have they done? И сказал Давид Господу: вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? We don't know, we're not told. Нам не сказано. But Gad came to David and said, go build an altar. Но пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди поставь жертвенник Господу. So David went out to this place. И Давид пошел в это место. The man came and said, why has the king come? И приходит этот человек, Орна говорит: ну, что побудило царя прийти? David said, to buy the threshing floor from you to build an altar to the Lord. Давид сказал: хочу купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, so that the plague can be stopped. чтобы прекратилось поражение народа. And the man said, no, David, you don't have to buy anything. Here, just take everything. И Орна говорит: да нет, Давид, ну не надо тебе ничего покупать, просто так бери и все. I'll give it to you. Я тебе просто отдаю. Verse 24. Стих 24. No, but I will surely buy it from you for a price. Нет, я заплачу тебе, что стоит. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. И не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. You might want to think about that. Наверное, вам, может быть, стоит задуматься об этом. Okay. Here's the story. Вот история. Boy is going to church with his babushka. Мальчики ходят в церковь со своими бабушками. She gives him 2 coins. Она дает им 2 монетки. She said, one is for you, Одна для вас, and one is for the Lord. вторая для Господа. So you'll have something to put in the offering when we go to church. То есть, чтобы у вас было что положить в коробку для пожертвований. So they're walking to church. И вот они идут в церковь. And he dropped one of the coins, went down into the sewer. In the church, yeah? No, not in the church. Outside, on their way to church. On the way to church. Dropped. Да, и они уронили одну из этих монеток, и она упала куда-то в лужу. He said, "Oh, babushka, I lost the Lord's money." И мальчик говорит: ой, бабушка, потерял я Господни деньги. You see, you need to give to the Lord. You should give to the Lord. Вам нужно жертвовать Господу. But if I come and put money in your hand, но если я приду и положу деньги вам в руки, and say, put this in the offering plate, и скажу: положи это вот на тарелку или в коробку для пожертвований, then you're giving something that hasn't cost you anything. То вы жертвуете нечто, что вам ничего не стоит. David said, I won't do that. И Давид сказал: я не буду так делать. So he built an altar to the Lord. И сказал Давид, и мы видим, что да, Давид построил жертвенник Господу. Offered offerings. Принес все сожжения и мирные жертвы. The Lord heeded the prayers, and the plague was withdrawn from Israel. Умилостивился Господь, и прекратилось поражение израильтян. This is where they're going to build the temple. Они на этом месте построят в будущем храм.